Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Сашонка Влог, и сегодня мы приехали в очень интересный район, который называется Тион-Бару, Тион-Бахру, если знаете, так вот по-русски как пишется, так и читается. Что это за район такой? Это старейший residential district в Сингапуре. Что я имею в виду? То, что здесь стали строить специальные дома для того, чтобы люди здесь покупали квартиры, селились. Соответственно, получился такой небольшой спальный райончик, тихонький. Здесь очень много сейчас разных кафе, ресторанов, где можно, знаете, побранчеваться, устроить себе поздний завтрак. Соответственно, там в основном европейская кухня, поэтому цены, знаете, чуть выше среднего. Много разных лавочек, каких-то дизайнерских магазинов одежды, книжных магазинов. В общем, совершенно очаровательно здесь все. Сейчас прогуляемся по улочкам, походим. И самое интересное здесь это архитектура, конечно же. Вы можете там где-то вот на заднем фоне уже, наверное, видеть кое-какие здания. Об архитектуре чуть попозже тоже вам отдельно расскажу. В общем, все, пойдемте посмотрим. Очень классный район, всем советую. Про архитектуру я вам обещала рассказать, рассказываю. В местных источниках говорят, что это стиль стримлайн, в то время как стримлайн, а я вам как дипломированный искусствовед расскажу сейчас краткую справочку, не зря же я 5 лет в институте училась. Стримлайн вообще этот стиль в архитектуре и в промышленном дизайне, который развивался в Америке. 30-е годы. Вот. И характеризовался он такими горизонтальными линиями, какими-то скругленными аэродинамическими такими формами, в общем, чтобы подчеркнуть какое-то движение, перемещение в пространстве и так далее. Поэтому я бы не сказала, что какое-то это имеет отношение к архитектуре вот местной, здешней. Скорее, похож больше на конструктивизм или Баухаус, но, тем не менее, все эти стили в 30-е годы развивались, соответственно, один на другой влиял. Вот, видите, прекрасные эти совершенно винтовые лестницы с круглыми окошками сбоку. Такое вот вытянутое по горизонтали остекление. Мы сейчас еще приехали сюда уже в такой golden hour, сейчас 5 часов вечера. Посмотрите, как это все, в общем, играет в лучах солнца, совершенно очаровательно. Как-то не очень популярный этот район среди туристов, хотя есть на что посмотреть. Вот, поэтому обязательно приезжайте, если у вас будет оказия, если вы в Сингапуре окажетесь. Так что приезжайте, приходите, здесь очень симпатично. Там кыса лежит. Я вам хочу показать граффити, здесь их несколько, а тем временем мы с вами идем по задним дворам, мимо задних дворов, и это, между прочим, все тоже квартиры. Посмотрите, у людей тут целые сады. В общем, здесь даже по задним дворам и переулкам вот таким вот можно гулять, и здесь все равно красиво. Итак, вот к одной граффити я вас сейчас привела, называется она «Пасар», что означает «рынок». Вот, собственно, сюжет говорит сам за себя. И вот здесь рядышком еще, как часть этого произведения, но как отдельное граффити тоже, это Fortune Teller, предсказатель судьбы. И вот здесь вот в краешку еще небольшая история создания этой граффити. Ну и, собственно, об авторе тоже есть небольшая информация. Ип Ю Чонг в апреле 2016 года написал эту граффити, нарисовал, не знаю даже как правильно сказать. Кто такой Ип Ю Чонг? Это вообще сингапурец, который построил свою карьеру в области финансов, но в какой-то момент он почувствовал в себе тягу к рисованию, талант и вообще желание как-то увековечить традиции Сингапура в рисунках. И стал он договариваться с комьюнити-центрами по Сингапуру в разных районах, чтобы вот на свободных стенах рисовать такие сюжеты из сингапурского прошлого. Вот здесь, например, вы можете видеть рынок
то, как это выглядело раньше. Здесь вот представители разных национальностей продают свою традиционную кухню. Например, вот здесь индусы что-то вот в банановых листьях продают, можете видеть. Или вот здесь мужичонка продает лаксу и карри-ми. Лакса и, в общем, карри-ми — это такие традиционные сингапурские блюда. Вот он здесь, посмотрите, сразу же варит. Это вот так вот, собственно, предвестники хавка-центров раньше выглядели. И fortune teller, кто это такой? Это вообще мужичонка, который вот здесь на рынке сидел и предсказывал судьбу. Видите, у него вот здесь есть уже одна клиентка, женщина сидит, например. Здесь очень мало кондо на самом деле, потому что здесь в основном вот такие вот старенькие здания, которые вы видите, вот, например, на заднем плане 30-х годов где-то. Так что им уже очень много лет, практически целый век. Как вы можете видеть, в общем, здесь такие очаровательные двери у всех. Здесь вот даже стульчики стоят, какая-то растительность. В общем, ну прелесть же, нет? Вообще класс. Я, кстати, посмотрела, специально для вас зашла на Property Guru, на мой любимый сайт уже вот по поиску квартир. Посмотрела, что во многих вот таких вот домах, здесь, кстати, сдаются квартиры в аренду, нашла там однокомнатные квартиры от 5000 сингапурских долларов, так что, знаете, это не дешевое удовольствие, но на самом деле резонно, потому что это очень прикольный район тем, что здесь до всего достаточно близко, то есть здесь и Чайна-таун, здесь и даунтаун, в общем, просто рукой подать на автобусе или на метро, так что цена соответствующая, но очень здесь классно. Я когда первый раз здесь побывала, подумала, было бы неплохо тут поселиться. Часть кондо там есть ближе чуть-чуть к метро, но цены тоже соответствующие там, так что вот, имейте в виду, если что, но очень классно здесь. Так, пришла я к другой граффити, называется она Home, дом. Сейчас вам попробую как-то с какого-то другого ракурса снять, потому что здесь она в таком, знаете, закоулочке нарисована. Вот здесь, смотрите, уже колонна, здесь уже дом другой, дорога. Вот, так о чем я? Граффити, дом, home. В общем, это сюжет такой вот, который помнят еще с детства автор Ip Chong, это его же граффити. Здесь по телевизору показывают сингапурское юмористическое шоу. Здесь вот котеечка, смотрите, в креслице отдыхает. И мужичонка сидит на кресле и читает газету. Стоит обратить внимание, что здесь на газете у нас, какие новости. Маргарет Тэтчер, это во-первых. Во-вторых, здесь Ли Куан Ю. И вот художник сообщает, что он решил здесь вот эти вот сюжеты на газете нарисовать. В частности, например, эта газета приурочена к 1979 году, когда Ли Куан Ю объявил Speak Mandarin Campaign. Что это за компания такая? В общем, в школах в Сингапуре должны были дети учить два языка. Это английский и тот, который им родной. Вот, мандарин для китайцев, соответственно. Но дело в том, что многие выходцы с материкового Китая, ну и, соответственно, у кого-то бабушки, дедушки, еще они китайцы из разных провинций, в разных китайских провинциях говорят на разных языках, хоккиен, кантонез, в общем, разные вот эти китайские наречия. И, соответственно, в итоге они подвели какой-то промежуточный результат, и выяснилось, что очень мало людей на самом деле хорошо начинает владеть мандарином, потому что по-прежнему дома разговаривают с своими бабушками и дедушками на вот этих вот своих наречиях. И поэтому в 1979 году Ли Куан Ю, в общем, всех заставил и сказал, что вот все должны теперь разговаривать на мандарине. Вот, ну и смотрите, собственно, здесь еще календарь вот такой вот, или вот здесь отрывной календарь, прям как вот, знаете, в Советском Союзе, мне кажется, даже у меня до сих пор у бабушки такой календарь отрывной. Но здесь, в общем, очень много таких интересных деталей, типично, знаете, сингапурских из прошлого. Смотрите, у них, кстати, телефоны тоже были с круглыми дисками. Вот. И автор, кстати, говорит, что у них в 70-х годах появился первый телефон. Вот. А я помню, что у нас первый телефон появился в 90-е. Я 92-го года рождения. Я помню, что у нас телефон появился уже на моей памяти. То есть я уже родилась. Так что, видите, в Сингапуре в 70-е у людей телефоны дома появлялись. Вот. Это вторая граффити. Пойдемте еще третью покажу. Ну вот и так, смотрите, здесь, видите, клетки с птицами. Вот тут кошечка. И мужичонки
попивает. Тут кофеечек, я не знаю, копио или что это у нас тут. Копио, кописи, это, в общем, разные варианты кофе в Сингапуре, так они называются. И вот здесь, смотрите, еще кая тост. Кая тост это тоже традиционный такой завтрак в Сингапуре. В общем, это просто хлеб с маслом и с каей. Кая это такой, в общем, джем, не джем, из пандана, из кокоса, в общем, зеленого такого цвета. И вот здесь вот мужички сидят, получается, и это слушают пение птиц. Кстати, это довольно раньше была такая популярная традиция в Сингапуре, чтобы вот были такие клетки с птицами у каждого. До сих пор еще периодически, даже вот мимо проходя, где-то в старых таких райончиках встречаются вот эти клетки, в которых птицы, но сейчас, знаете, все-таки какой-то курс немножечко на такое, знаете, осмысленное отношение к животным и так далее, поэтому это совершенно негуманно птиц держать в клетках, поэтому вот сейчас такое, конечно, редко встретишь, но художник, опять же, Еп Ю Чонг, решил вот это вот все здесь запечатлеть, вот это вот граффити. Вот, и здесь, смотрите, даже у нас вот телефон есть, можно позвонить, вот такой вот раритет. Так что вот так вот это все выглядит. Все, граффити я вам показала, пойдемте еще гулять дальше.